он таким образом предотвратил дальнейшее углубление процессов отторжения чужеродной ткани. Вот так. В красном костном мозге. То есть они будут развиваться уже по той линии, они будут идти по своей заданной природой нормальной линии, благодаря инновационному элементу, вот этому железу. У него как раз-таки был остеопороз, вот, и диагноз был снят. То есть остеопороза у него не стало. То есть вы хотите сказать, что синтезит помог ему побороть остеопороз? Поучаствовал в этом. Он сделал замеры, потом он заболел коронавирусом. Да, с астмой. это мы дополнительно ему еще баночку дали, грубо говоря, то есть до этого он просто пропил его, потому что у него было, вообще у этого человека много заболеваний, то есть получается, ну я не люблю рассказывать о пациентах, потому безлично. да, я доверенный такой человек, я не приучена, конечно, просто сейчас вот вспоминаю, у него изначально 2 хронических заболевания, даже 3, анемия, бронхиальная астма и остеопороз у того человека, у 73-летнего пациента. И мы на данный момент, он ко мне обратился на прием, сказал, ну что-то вот остеопороз, как мне с ним бороться? Вот. Он был, значит, у специалистов в области, в Екатеринбург он ездил, и ему посоветовали курс начать. Он начал курс препаратов кальция и хондропротекторов. В дальнейшем он параллельно уже подключили мы синтезит, вот, и он пропил по 1 капсуле первый курс, и вот уже после чего у нас прокрашенность вот именно на снимке, вот эта вот, она была более темная. Вот. То есть денситометрию он успел сделать, а потом его еще подстерег коронавирус. И коронавирус он вместе с синтезитом переносил? Он сейчас в отделении находится, да. Да. Да, вот я буквально на этой неделе разговаривал тоже с одним врачом из Москвы, Людмила Измайловна ее зовут, может быть потом она на нашем канале появится, я не знаю. И она говорит, то, что 2 пациента с коронавирусом у нее были, и одному синтезит очень-очень хорошо помог, прям очень хорошо. Второму помог, ну, как она говорит, непонятно, помог или не помог, у пациента все хорошо, но они не знают, синтезит это или нет. Или препараты. Или что-то там еще. Но на самом деле некоторые наши покупатели, когда им становится лучше, у них стабилизируется сон, начинают там быстрее регенерировать какие-то повреждения кожные, да. Сыпь проходить, допустим, сосудистые звездочки. Сосудистые звездочки проходить, да. Или женщина была карцинома у нее лица, да, значит, рецидив прошла. А они говорят, ну это потому что вот хорошая погода, я живу на даче и дышу свежим воздухом, да, а потом почему-то перестают пить синтезит, и через пару месяцев как-то потихонечку все ухудшается, и они понимают, что все-таки был синтезит. Вот, такие случаи есть, мы об этом неоднократно говорили, то что вы посоветуете таким людям, да, которые вот как бы, есть же такие люди, которые как бы, ну, не хотят почему-то верить вот в то, что именно это, зачем они вообще тогда это делают, что бы вы бы советовали? Ну, нормально, это люди, которые критически относятся ко всему. Уровень критики, самокритики и критики окружающих, он бывает разный. Это чисто психология. Вот. Я просто посоветую о том, что надо просто ставить задачи клинические, подкреплять это все методами обследования. Вот я в данный момент уже привела. Вот. И, соответственно, в дальнейшем уже ну, как бы критикам представлять какие-то данные объективных методов обследования. Поэтому, скажем так, пусть человек думает, что ему стало лучше от свежего ветра, от морского воздуха. Вот. Но ему же стало лучше, я за него рада. Вот. Ну вот на сегодняшний день какие выводы вообще делаете о синтезите в комплексе? То есть что это для вас сегодня? Для меня это микроэлемент, который имеет поленаправленность, таргетированное действие. То есть кто вот сейчас специалист, мне этот мой сленг рабочий поймет. Вот. И в принципе я применительную функцию этого препарата еще осваиваю. То есть я думаю о том, что его также можно электрофорезом заводить, вот, что будет тоже испытано. Вот, и об этом отчет я об этом расскажу. Ну, в принципе, для меня это практика, еще раз практика. Вот. Ну, вкупе с другими препаратами, которые улучшают силу, выносливость и, скажем так, показатели мышления, памяти,
Вот, я потому что думаю и о ноотропах, как он действует с ноотропами, тоже интересно его применять, тоже этот препарат. Вот. Ну, мои выводы в целом это препарат, который, ну как бы не препарат, а микроэлемент, то, что нам, может быть, у нас оно было, но было когда-то утеряно. Это чисто на информационном уровне, я думаю. Вот. И есть, то есть как бы есть энергия, есть уровень энергетических полей, есть уровень, как сказать, клеточный. И вот между ними есть определенная такая связь, именно портал такой переходный, который движет все процессы в тканях, органах и задает им ритм развития в определенную сторону или в патологическую сторону, или в норму. То есть норма у нас тоже есть, норма реакции, она колеблется. Вот. Этим должна заняться, конечно, изучать этот процесс на фоне применения препарата и нормальная физиология, и патофизиология. То есть здесь уже на уровне, академическом уровне должны какие-то обследования проходить. Вот. Ну вот мое мнение такое, что как бы на уровне, ну я практик, я врач-практик, скажем, на данный момент. Я не академический врач какой-то, не ученый, я врач-практик. И я чувствую, что этот препарат заводит как раз-таки вот этот переход, этот портал из одного состояния, из одной мерности в другой. Вот что я могу сказать. Угу. Ну а врачи, те, кто посмотрят, поймут понятие портала? Я боюсь, что многие скажут, о каких-то порталах она говорит Нет, я здесь нам. сейчас не только для врачей вещаю, я сейчас вещаю для пациентов, для достаточно продвинутых пациентов, потому что мы не должны умалять то, что вот есть материальный уровень и нематериальный уровень. То есть я как бы с этим столкнулась в своей жизни. Вот, и как бы я считаю, что то, что мы рулим и управляем природой на материальном уровне, это мы, врачи, делаем. Врач – это дипломат между тем и тем светом, скажем так. Поэтому как бы я считаю, что вот такая позиция вот мне больше врача близка. Поэтому я считаю, что многие врачи, которые со мной меня понимают, они меня поймут. Кто меня не понимает, этот махнется. Ну, мне от этого, как говорится, ни холодно, ни жарко. Мы никого не заставляем. Да. Делайте выводы сами. Хорошо. А скажите, пожалуйста, вот, Наталья Владимировна, как вы смотрите на то, что, к примеру, да, синтезид помогает организму увеличить количество стволовых клеток? Но Так, где, есть такое действие. да, где вероятность того, и при этом мы видим, как бы, что опухолевые клетки, да, сокращаются, то есть как бы есть влияние на раковые клетки. То есть и инвитро видим, и у людей каких-то, кто их принимает. При этом мы никого не призываем использовать как лекарство, еще раз напоминаю. То есть это сейчас просто беседа идет. Но некоторые люди все равно говорят, да, стволовые клетки. То есть если помогают увеличить количество стволовых клеток, а не увеличит ли у меня это количество раковых клеток? То есть, Смотрите, значит, давайте сначала поговорим в группе стволовых клеток, потому что сейчас намешали всю кучу. Значит, стволовые клетки – это клетки, которые не дифференцированы. Это клетки, которые содержат в себе информацию, закладку. Из них может развиться все, что угодно. Из них может выйти и норма, и патология. Вот. Под воздействием, я верю, по крайней мере, вот на берегу, на старте, как бы считаю, что под воздействием данного препарата как раз-таки нормальная заложенная функция в эту клетку, она, нормальная работа, будет закладываться лучше и выходить в русло нормы. Значит, выходить нормальный дифференцировочный листок. Эти клетки, то есть, допустим, их промежуточные формы, допустим, те же самые эритробласты в красном костном мозге, то есть они будут развиваться уже по той линии, они будут идти по своей заданной природой нормальной линии, благодаря инновационному элементу, вот этому железу, который будет стимулировать их развитие. Если же мы будем давать какие-то, может быть, неадекватные дозы, сопровождать это, вот, допустим, облучением, радиацией или еще какими-то повреждающими факторами, то, скорее всего, мы уведем этот процесс в патологию. И без синтезита, и с ним, и так далее. То есть что-то будет все равно быть повреждающий фактор и неблагоприятные условия развития. Все же развивается нормально в благоприятных условиях развития. Но я надеюсь, как бы, что препарат, инновационный элемент этот даст благоприятную, скажем так, нишу, благоприятную протекцию для развития вот, стволовой клетки.
Далее опухолевые клетки, это уже не стволовые клетки. Опухолевые клетки – это результат уже, который у нас возник, мутации. В основном мутация под воздействием каких-либо уже свершившихся процессов в организме. Они, значит, бывают разные, бывают доброкачественные и злокачественные. Доброкачественные опухолевые клетки – это по патологической анатомии. У нас была патологическая гистология, где мы изучали, что доброкачественные клетки, они как раз-таки не растут. Ну, они медленно растут, они низкодифференцированные, и они медленно растут. И поэтому с доброкачественной опухолью, скажем так, человек ходит долго, пока она просто не создаст компрессию какую-то. Там, что, допустим, опухоль в мозге доброкачественная, что она, допустим, висцерального какого-то характера, то есть в грудной клетке или брюшной полости. Вот. Где-то она там локализовалась, она только давит. И он уже приходит, при этом люди не худеют. Некоторые опухоли, конечно, доброкачественные, они едят железо, как вот вы говорите, они вот чаще больше склонны к поглощению обмен веществ, они как будто живет какой-то подселенец, грубо говоря, в организме, и он что-то там ест еще параллельно вместе с человеком, он какие-то вещества употребляет. Но это я таким популярistическим языком говорю, чтобы меня поняли не только врачи и врачи-онкологи. Ну, я сама не онколог, но родом своей деятельностью я с онкологическими больными встречаюсь и решаем мы вопрос совместно с узкими специалистами. То есть я врач общей практики, как уже было сказано. Вот. Далее, злокачественная опухоль. Это клетки высокодифференцированные, очень быстро делятся, очень быстро размножаются и проникают, у них пенетрантность очень большая, то есть они проникают в лимфатическую систему, в какие-то другие органы, то есть метастазирование у них выражено. Вот. Здесь они тоже потребляют человеческий ресурс, тоже они являются активными потребителями обмена веществ, которые у человека нужен своим клеткам, они забирают у него. Но при этом, как вам объяснить, вот что я думаю, они боятся кислорода. То есть здесь, не давая, как говорится, каких-либо препаратов, которые, ну, сейчас много разных противоопухолевых препаратов и много разных методик, в том числе и химиотерапии, то есть не гася их рост развития, они прекрасно разовьются и доведут человека, сами знаете, до чего. Вот. Но я думаю, что как бы это нет стволовой клетки уже прошло. То есть теория такая есть, что мутация клеток происходит уже, когда эта клетка дифференцирована. Поэтому злой она становится только тогда, когда на нее действуют определенные факторы. Профессиональные вредности, радиация, там, стрессовые факторы и тому подобное. То есть человек не выдерживает, что-то у него ломается и клетка мутирует. Вот. Но, значит, я еще хочу отразить такой фактор, как малигнизация. Это когда доброкачественная опухоль малигнизируется, то есть она переходит в состояние злокачественной. То есть такое тоже может быть, мутация доброкачественных клеток возникает и переходит в злокачественную. То есть он думает, это я подожду, потом операция плановая, я еще не буду ходить, мне зачем лишний раз эти вмешательства, я еще подожду. И вот таким образом уже при оперативном вмешательстве уже видно, что там метастазы, что там биопсия, что она злокачественная. Хотя изначально была биопсия, их клетки были хорошие. То есть такие пациенты ко мне обращаются. И вот, на данном моменте тоже было бы здорово хотя бы вот на уровне вот именно перехода из доброкачественного состояния в злокачественное состояние давать этот инновационный элемент. И таким образом, ну, совместно с другими антиоксидантами предотвращать, по крайней мере, малигнизацию доброкачественных опухолей. Но это еще пока тоже в перспективе, и это нужно доказывать, опять же, совместно с онкологами. То есть брать группу пациентов, которые лечатся, вот, допустим, у нас в Первоуральске в дневном стационаре, вот, и с ними уже решать вопрос. Сейчас они дистанционно у нас лечатся, приходят, значит, к нам, соблюдают все рекомендации, но они получают в основном химиотерапию плановую. В сочетании с химиотерапией или с какой-либо терапией тоже неизвестно, потому что здесь фармакодинамика наблюдается, и здесь мы не можем, скажем так, однозначно сказать, что это будет. А вдруг это будет неблагоприятное химическое взаимодействие, потому что любое вот из названных препаратов и фигурантов данного эксперимента, в том числе синтезит, это химическое вещество.
Вот, и широко вот так вот применять, и только в качестве эксперимента. Мгм. Волонтерские какие-то модели можно создать, и среди онкологических больных можно. Ну хорошо, спасибо за ответ. На самом деле, уважаемый зритель, почему этот вопрос в принципе возник по поводу стволовых клеток и стимуляции рака? Очень многие люди, насмотревшись разных сайтов, каналов, где какой-то Говорят, актер... что стволовые клетки являются прародителями рака. Да, Нет? потому что я хочу вот еще раз всем объяснить. Смотрите, синтезид – это топливо-активизатор кроветворной системы гемопоэза. Организм сам вырабатывает свои новые здоровые стволовые клетки. То, чего умирают звезды, это имплантация, это введение чужеродных стволовых клеток в свой собственный организм. Мода на алла, то есть чужие. Вот аута – это свое, алла – это чужое. Вот мода на чужие стволовые клетки, она пришла с трансплантологией. Вот у нас товарищ Плеханов, я назову фамилию, в Челябинске, занимался, но он неврологическая там область, именно исследование стволовой клетки он вводил через спинномозговую жидкость путем пункции. Не очень все хорошо, не очень они приживались, потому что они просто отторгались организмом детям, допустим, с спинальными амиотрофиями это все было, это и в неврологии происходило. То есть это был, сейчас я скажу, 2009 год, 2011 год. Вот я немножко заглядывала в эти опыты, была как бы около этого всего, интересовалась. И вот этот товарищ, он, ну, доктор, скажем так, кандидат медицинских наук, невролог, он, соответственно, говорил, что позитивное, да, то есть процентов, ну, допустим, 50%, там 60% может быть и позитивное действие, потому что идет заместительная терапия, но у каждого человека, у каждой клетки, у любой есть H или A система, то есть Human Leukocyte Antigens, то есть это вот система распознавания свой-чужой. Бывает, что человек как бы захочет, сможет он как бы его родным сделать. Ну, допустим, по генам, тот же самый профессор Клесов, он говорил, что у нас тоже есть свое чужое, как бы генетически. Если генетически этот вот донор похож на него, что он из той же самой гаплогруппы, из той же самой генетической группы, то, может быть, эту стволовую клетку организм и воспримет, и включит ее в свою команду. Но в большинстве случаев идет отторжение. Вот у меня пациент, вот я сейчас сразу тоже сказала, значит, пациент с пересаженным сердцем, которое ему пересадили в 2000 году, он уже практически 20 лет с этим сердцем находится. Делали совместно, там была операция Москва, и как бы зарубежная клиника там помогала. Ему повезло, он вошел в эксперимент, потому что уже не знали, что делать, и не могли ни шунтирование сделать со своим сердцем, и с клапанами, не могли ничего сделать больше кардиохирурги. И отправили его в клинику, он прошел эту операцию, и много лет, наверное, лет 8 он жил хорошо с чужим сердцем, оно его воспринимало, а потом пошло отсроченное, скажем так, отторжение. И на данный момент у него циркулирующие иммунокомплексы, и орган отторгается потихонечку. То есть проградиентно получаются какие-то симптомы, ну, допустим, это проявляется одышка, непереносимость физических нагрузок, он не может долго говорить. Вот. И он при этом обратился ко мне с простудным заболеванием, головоломка, я стала, как говорится, думать вообще, что мне с ним делать. В итоге я ему предложила синтезид. Вот, и на данный момент количество циркулирующих иммунокомплексов в его организме, то, что он успел провести за, опять же, 2 месяца, вот, он в том же самом ключе пробовал, и они у него уменьшились. Вот здесь я, скажем так, тоже говорю о трансплантологии, вот, где чужой орган, который пациент, вот сейчас вот мы к слову сказали про чужие клетки и так далее. Вот здесь тоже прошел такой интересный случай и проходит сейчас в данный момент, потому что человек живет дальше, ну дальше мы посмотрим, что будет дальше. Хорошо, Вот. очень интересно, тем более, что это чужой орган, и как вот синтезид и собственный организм. Он таким образом предотвратил дальнейшее углубление процессов отторжения чужеродной ткани. Вот так.